Вчера в центральной части России аэропорты вновь закрывались из-за угроз беспилотников. Снова тысячи пассажиров провели часы, а кто-то и сутки в ожидании вылета своего рейса. Снова сотни пассажиров вернулись в аэропорт вылета уже из воздуха. Пока ничего более громкого не происходило, самое время поговорить о природе этой новой нормальности или ненормальности. О том, как мы постепенно стали привыкать, что большой кусок страны регулярно лишается авиасообщения, связи, мобильного интернета, а вместе с ними и естественного хода современной жизни. Только прежде чем начнем, если тормозит YouTube, в описании ссылка «Как ускорить», в том числе Liberty VPN, который на месяц бесплатный. Чем нынешние истории с ограничением мобильной связи и регулярными нарушениями работы аэропортов отличаются от того, что мы видели раньше? От последствий войны, которые проникали в мирную жизнь россиян и прежде. Отличаются тем, чего всю дорогу руководство старалось избегать изо всех сил. Теперь происходящее касается большинства и влияет на их жизнь. Да, цифры на медиазоне кошмарные и становятся хуже каждые 2 недели. Но эту проблему успешно нивелировали. Цифры погибших растут не за счет срочников, по большей части не за счет мобилизованных, а за счет тех, кто сам на свою голову нажил приключений, сам пошел на войну за много денег. Удары беспилотников – это, безусловно, проблема. Тем более, если он прилетел рядом с вами, такое сложно игнорировать. Но тут ситуацию как бы амортизируют масштабы страны. Прилет по Ижевску становится новостью для Ижевска, но не для Екатеринбурга и уж тем более не для Москвы. Что касается бытовых последствий войны и санкций, то тут начальство успешно прилагает максимальные усилия, чтобы эффект на реальную жизнь для граждан был отложенным. Чтобы за счет очень больших бюджетных вливаний и всеобщего праздника кредитования впечатление создавалось такое, будто с точки зрения экономики и потребления ничего лучше с Россией, чем война, не случалось. Потребительского дефицита нет, полки ломятся от товаров. Цены растут быстро, но не скачком. Инфляция высокая, но не галопирующая. Никто молодых мужчин на фронт особо за уши пока не тянет. Люди гибнут, но будто где-то в параллельной реальности. И чаще всего те, кто сам это выбрал. Однако, как в очередной раз выясняется, войну уже нельзя все время успешно контролировать. Особенно контролировать степень ее проникновения в общественную жизнь. Мы уже несколько месяцев живем в режиме, когда перебои в мобильной связи, отключение интернета и закрытие аэропортов по всей европейской части страны стали частью повседневности. Настолько, что новости пишут только о каких-то совсем уж глобальных шатдаунах. Это теперь совершенно нормально, что самолет из Москвы может просто никуда не полететь, а самолет в Москву не прилететь. Что вдруг перестают работать карты, банкоматы, терминалы, что в ту самую повседневную жизнь, которую изо всех сил пытаются оградить от последствий происходящего, проникает вполне настоящее военное время. Главный вопрос – почему ситуация не то что не исправляется, а даже усугубляется? Почему как будто не предлагается идей, что с этим делать? Почему российскому начальству сравнительно успешно удается гасить остальные последствия войны, делать их невидимыми, а вот с этой ползучей ненормальностью ничего сделать не получается? Дело в том, что всю удивительную нормальность военного времени в России обеспечивает гражданская бюрократия. Вся нынешняя франшиза военного рекрутинга лежит не на Минобороны, а на регионах. Задача губернаторов – делать так, чтобы федеральному центру не пришлось, не дай бог, объявлять мобилизацию, чтобы конвейер по продаже жизни за единовременный бонус работал без сбоев. Изобилие на потребительском рынке в условиях санкций – это целиком и полностью заслуга финансово-экономического блока и предпринимательского сообщества. Равно как и сам обход санкций, как и все схемы ввода-вывода капиталов, сделки через третьи страны, теневой флот и все прочее, что позволяет российской экономике функционировать. Парадокс в том, что вся стабильность военного времени лежит на плечах той части российского государства, которая ни к армии, ни к спецслужбам отношения никакого не имеет. На тех, кто к развязыванию войны не причастен, и тех, кто просто искал способы выжить. Но совершенно очевидно, что возможности таких людей в военное время сильно ограничены. Да, они могут пополнить ряды армии так, чтобы это никого не беспокоило. Могут добыть импортные комплектующие, которые вроде как продавать в Россию нельзя. Но они не могут делать то, что должны делать исключительно армия и спецслужбы. Не могут бороться с военными последствиями войны. Могут с экономическими, могут с социальными, но не с военными. Напомню тут о моей книге об истории новой России и быстро продолжу.
Хочу напомнить вам про свою книгу «История новой России». Там понятным языком изложены события конца 80-х, 90-х и нулевых годов. Эти события непосредственно влияют на нашу жизнь по сей день, но о них россиянам известно меньше, чем о произошедшем 100 лет назад. В книге подробно описано, какие проблемы стояли перед реформаторами, какие были альтернативы экономической реформе, как победа Ельцина в конфликте с Верховным Советом создала предпосылки для появления путинской автократии, и как именно Путин строил в нулевых свой режим. Мы структурировали книгу так, что очень легко разобраться, где, когда и что происходило. А еще мы сделали классное оформление, чтобы книга была не просто источником информации, но и украшением личной библиотеки или отличным подарком. Совсем недавно мы изменили способ оплаты. Теперь он гораздо более удобный, через Tribute. Он принимает деньги как с российских, так и с зарубежных карт. Еще и криптовалюту тоже. Доставляем мы не только в Россию, но и в Казахстан, Армению, ну и по всему миру. Все ссылки я оставлю в описании. Там же вы можете приобрести и наш мерч. Продолжаем. В принципе, существует один отличный способ гарантированно избежать последствий большой войны. Не начинать большую войну. Война с технологически развитым противником всегда влечет последствия, от которых на самом деле нет никакого лекарства. Как сделать так, чтобы аэропорты Центральной России перестали постоянно закрываться? Короткий ответ – никак. В воюющей стране, которая постоянно подвергается атакам дронов, гражданская авиация становится отраслью повышенного риска. Один гражданский борт азербайджанских авиалиний ПВО уже угробило над Грозным. Когда есть риск, что в воздухе одновременно окажутся гражданские самолеты и боевые дроны, остается два расклада. Либо гражданские самолеты ради их же безопасности останутся на земле, либо их через раз будут сбивать. Если вы воюете не с зулусами на другом конце глобуса, а с нормальным промышленно развитым соседом, то небо становится зоной боевых действий, даже через сотни километров от линии фронта. И уж никак не получится делать вид, что мы все еще летаем как прежде. То же касается мобильной связи и спутниковой навигации. Мобильный интернет и GPS – основа современной технологической жизни. Начиная с интернет-банкинга и заканчивая всеми на свете электронными продажами чего угодно. От заказа пиццы до проверки, где находится ваш ребенок. Вся инфраструктура нормальной современной жизни четко завязана на бесперебойно работающую навигацию и мобильную связь. Но в небе плюс-минус постоянно висят беспилотники, которым мобильный и спутниковый интернет тоже совершенно будет не лишним. И ущерб дроны будут наносить не только тем объектам, в которые целятся, но и всей инфраструктуре цивилизации. То же касается и самолетов. Словом, инфраструктура современной жизни с реалиями воюющей страны несовместима. Развитое предпринимательское сообщество и вменяемая гражданская бюрократия могут сделать так, чтобы запчасти для самолетов приезжали в обход санкций. Но сделать так, чтобы самолеты эти летали по какому-то отдельному, свободному от войны небу, они не могут. Могут сделать так, чтобы новый iPhone на полке в Москве возникал раньше и стоил дешевле, чем в Париже. Но чтобы iPhone этот работал в свободной от глушилок и блокировок мобильной сети, так не могут. Здоровая часть российского государства просто не в состоянии исправить все остальные. Российские спецслужбы, например, вместо того, чтобы предотвращать диверсии и обезвреживать взрывающиеся самокаты, вместо того, чтобы бороться с исламистским подпольем, которое взрывает Крокус, заняты куда более интересными и привычными для себя вещами. С этим ничего нельзя поделать. Конечно, когда мы слышим, как воображение силовиков рождает сначала международное движение ЛГБТ, а следом международное движение сатанистов вот на днях, когда мы видим, как раз за разом придумываются новые поводы для поражения в правах иноагентов, как одно за другим заводятся уголовные дела на публичных персон в эмиграции, когда, наконец, всем предлагается считать, будто работающие на стройке мигранты – главная угроза национальной безопасности, когда мы от раза к разу наблюдаем подобную вакханалию, все это может выглядеть и звучать как очень привычная глупость. Но ведь глупость это происходит не в тот момент, когда у России нет настоящего противника, а не настоящих можно выдумать. Это происходит в момент, когда в стране месяцы не проходят без диверсии и без того, чтобы какого-нибудь генерала не грохнули. Когда разворачиваются события натурально из шпионских боевиков. Средь бела дня на ходу раскрывается фура, и из нее вылетают самоуправляемые дроны. Нормально работающие части российского государства ничего не могут сделать не только с войной и ее последствиями, но и с теми, кто вроде как взялся эту войну вести, а в итоге без понятия, что с ней делать. Зато с радостью действуют по инерции.
придумывают, как бы осложнить жизнь иноагенту, живущему в Тбилиси или в Берлине, пока очередная диверсионная группа снаряжает контейнер с беспилотниками под Челябинском. Любая война – это тест государства. То, что было так или иначе скрыто, на что не обращали внимания, все резко вылезает наружу. Вот как в Иране. Корпус стражи исламской революции был настолько занят фасоном хиджабов, что не оставил себе времени на поиск агентов Моссада, которые разгуливали по всем бункерам, как у себя дома. Так и в России оказалось, что, в общем-то, неплохо работает только гражданская часть управленцев. Да, она поставлена в нечеловеческие условия и справляется, может, объективно и не совсем, но там, где возможно, справляется. А та часть управленцев, которая, по идее, должна обеспечивать войну, обеспечивать госбезопасность, вот она-то, как оказалось, живет так, будто ничего не случилось. Будто сейчас тот самый момент, когда проблему надо прежде решения выдумать. Вывод на самом деле простой. Не существует способа жить в воюющей стране, но не ощущать последствий войны. Придется жить, имея в виду, что по одному с вашим самолетом небу летит беспилотник и зенитная ракета. И чем дальше идет война, тем сложнее будет не замечать ее отголосков, где бы вы ни жили. Россия как государство не только демографически и экономически, но даже управленчески совершенно к войне непригодна. Самой войной и безопасностью страны в самое критичное время заняты самые слабые и некомпетентные части российского государства, которые весьма эффективны, когда надо отказника на подвал посадить или из незнакомых людей сколотить на бумаге преступное сообщество и посадить на много лет. Но бесполезны, когда с воздушной тревогой надо бороться каким-то иным способом, кроме как всем отрубить связь и навигацию. Государство российское явно продемонстрировало, что оно может довольно эффективно справляться даже с экстремальными вызовами в деле обслуживания граждан. Но также явно продемонстрировало, чего не может. Не может вести агрессивные войны так, чтобы не получать по хлебалу. Не может ловить шпионов и диверсантов, причем до такой степени, что готова придумать любую другую работу, лишь бы этого не делать. Хоть даже вот сатанистов сообществу. Плохая новость в том, что жить в воюющей стране, особенно в воюющей стране с некомпетентной армией и спецслужбами, опасно, и дальше будет только опасней. Хорошая новость в том, что мы понимаем, перемены к лучшему, демонтаж сумасшедшего политического режима, прекращение войны и реформы в России не вызовут никакого коллапса именно в той части российского государства, которая действительно работает. Та часть будет только счастлива, что с нее, с компетентной гражданской бюрократии, снимут несвойственные ей функции – продалбывать ресурсы на войну. Еще одна хорошая новость в том, что, несмотря на сумасшествие режима, российское государство и близко не стало милитаристским. Что от прекращения войны станет лучше всем, за исключением тех, кому мерещатся то сатанисты, то ЛГБТ-террористы. Ведь для российского государства естественное положение вещей – это мир. До завтра.